Это видео мастер-класс по вязанию милого улыбчивого привидения вампира. Всем привет, меня зовут Земфира, добро пожаловать на мой канал амигуруми игрушек и наволочек с 3D аппликациями. В этом видеоролике я расскажу и покажу, как связать вот такое милое привидение длиною 25 сантиметров. Вязала я его необычным для меня способом. Лицевая сторона и задняя сторона игрушки – это две отдельно связанные детали, которые сшиты между собой. Я впервые таким методом создала амигуруми игрушку, и получилось очень даже хорошо. Надеюсь, вам понравится и такой метод создания амигуруми. Все необходимые материалы для вязания данного привидения указаны в описании под этим видео. Всем волшебного вязания крючком! Вяжем голову и туловище игрушки одной деталью, отдельно лицевую часть и отдельно заднюю часть. Начнем с лицевой. Берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 2 прибавки подряд. Провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 4. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 4 столбика без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Провязали 3, 4, 5 ряды без изменения. Следующий ряд 6, и в этом ряду в начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем так с 7 ряда по 9 ряд включительно. Провязали следующий ряд 10, и в этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 11, этот ряд вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 12. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. С 13 ряда по 16 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 17, и в этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Убавку здесь можно вязать за обе стеночки петель. То есть вводим крючок в одну петлю, протягиваем рабочую нить, заводим крючок в следующую петлю, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем вместе. И повторяем такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю,
Разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. С 18 ряда по 20 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 21. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 8. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. С 22 по 24 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 25. В начале этого ряда вяжем 1 убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в конце ряда тоже вяжем 1 убавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 26. И в этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 27. В этом ряду вяжем 12 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. С 28 ряда по 33 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 34. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И вяжем так с 35 ряда по 37 ряд включительно. Провязали. Следующий ряд 38. И в этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Далее вяжем еще раз такую же комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. Далее вяжем 1 прибавку, 1 столбик без накида, 1 прибавку и еще 1 столбик без накида. Итоговое количество петель в 38 ряду у нас должно получиться 20. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида.
с 39 ряда по 41 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 42 и в этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида, далее вяжем 1 убавку, далее вяжем 1 столбик без накида и еще 1 убавку. У нас сегодня за окном льет дождь, гром громыхает. Итак, далее вяжем 8 столбиков без накида, 1, 2, 8. Далее вяжем 1 убавку, 1 столбик без накида, еще 1 убавку и 1 столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Итоговое количество петель в 42 ряду у нас должно получиться 16. Следующий ряд 43 и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем 1 убавку. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 44. В этом ряду вяжем 6 убавок подряд. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 6. Провязали, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее сделаем обвязку по всему краю столбиками без накида. А вот в этом крае, когда мы до этого края дойдем, я вам покажу, как здесь вязать. Здесь мы провяжем 2 убавки, чтобы туловище немножечко было с наклоном. Итак, вяжем обвязку, вяжем столбики без накида. Итак, я сделала обвязку, дошла вот до этого нижнего края, завернула слегка и еще вот по этому краю провяжу 2 столбика без накида и далее сделаем, провяжем 2, а может быть даже и 3 убавки. Сейчас посмотрим. Итак, вяжу 1 столбик без накида, далее 2 и нет, наверное, не 2, а все-таки провяжем 3 столбика без накида и далее уже вяжем убавку. Итак, далее вяжем 2 убавку и смотрим, что у нас получилось. Так, давайте провяжем, наверное, еще. Ну да, вот 3 убавочки будет хорошо. 3 убавки провязали и далее до конца вяжем обвязку столбиками без накида. Так, что у нас тут получилось? Вот так вот сейчас приложу. Вот, и получится у нас такое туловище с легким наклоном. Заканчиваем обвязку соединительной петлей. Рабочую нить протягиваем и оставляем ее, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Фиксация глазок. Фиксируем глазки между 10 и 11 рядами, если считать вот отсюда.
Считаем даже ряд обвязки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И далее идет 10, 11. На расстоянии друг от друга 5-6 столбиков. И далее, после того, как зафиксировали заглушками вот эти вот ножки глазок, я рекомендую сгладить огнем. Это как бы даст и гарантированную фиксацию глаз, и сглаживание вот этих вот ножек. Вот так вот припаливаем огнем. Только будьте осторожны при работе с огнем. И сразу же придавливаем. Такими вот круговыми движениями. Все. Лицевая часть игрушки полностью готова. Далее свяжем заднюю часть игрушки. Вторую часть вяжем точно так же до 33 ряда включительно. И далее будут изменения. При вязании первой части с 28 ряда по 33 ряд включительно мы вязали без изменения 6 рядов. В каждом ряду 24 столбика без накида. А при вязании второй части нужно будет провязать еще 6 рядов. Также без изменения в каждом ряду по 24 столбика без накида. То есть без изменения при вязании второй части с 28 ряда нужно будет провязать 12 рядов. Получается с 28 ряда по 39 ряд включительно. Я уже это сделала, и дальше продолжаем. Следующий ряд будет 40. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Итак, в 40 ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку, и так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 20. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, 41. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем одну убавку, и такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, 42. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, 43. В этом ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, 44. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. В конце ряда вяжем воздушную петлю. Провязали воздушную петлю и вязание не разворачиваем, а будем делать обвязку и будем идти вот по этой стороне, и убавочки, чтобы хвостик вот в этом месте завернулся, мы будем делать на этой стороне. При вязании первой части, при обвязке края, мы после того, как провязали последний ряд, провязали воздушную петлю, вязание разворачивали и шли вот таким вот путем, обвязку делали, и вот в этом месте мы делали убавочки. А на второй части мы вязание после воздушной петли последнего ряда не разворачиваем, делаем обвязку и убавочки вот в этом месте
делаем не с этой стороны, а вот с этой стороны. Итак, вяжем, сделаем мы тут 3 убавки. Вот где-то вот до этих пор вяжем столбики без накида, делаем обвязку края. Итак, вот смотрите, до какой части я дошла. Вот хвостик, а здесь уже начало туловища. И буду вязать первую убавку. Первая убавка. Далее вторая убавка. И третья убавка. Теперь до кончика хвостика вот в этом месте нужно провязать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И здесь уже заворачиваем. Продолжаем обвязку без всяких убавок. Вяжем столбики без накида. Итак, провязали обвязку, закончили ее в том месте, где и начинали. Далее протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляем такой длины нить, чтобы потом нам хватило на пришивание этих 2 частей. Как я отмеряю, я уже себе нужную длину отрезала. Это вот так вот в 2 оборота делаю нить, не сильно натягиваю, вот так вот приблизительно. Вот так вот накинула и отрезала, и это мне должно хватить на то, чтобы эти 2 части соединить между собой. Берем иглу с большим ушком, протягиваем рабочую нить и пришиваем эти 2 части за петли обвязки. Итак, я начну пришивание, держа игрушку вот таким вот образом. Это задняя сторона, она смотрит на меня, а вот это вот передняя сторона игрушки. Это для того, чтобы нить не отрывать. Вообще, конечно, лучше пришивать с передней стороны игрушки, но тогда лучше отрезать нить и начать отсюда пришивать. Почему? Потому что вот в этом месте я думаю, что не нужно вот так вот пришивать, а оставить полностью, пришить эти 2 части, и уже в самом конце вот эту вот часть лучше стянуть, потому что оно здесь идет таким вот кружочком. Вот. Поэтому я думаю, лучше это сделать так. И ничего страшного, если я буду пришивать игрушку с задней стороны. Пришьем так, вот эту вот часть всю пришьем, подхватывая петли обвязки. Дойдем где-то до середины туловища и начнем потихонечку наполнять игрушку наполнителем. Итак, прошила я до середины туловища. Вот так это все выглядит. И теперь начну наполнять наполнителем. Наполняем, берем наполнитель такими маленькими порциями и наполняем игрушку достаточно плотно, но в то же время следим за тем, чтобы игрушка не получилась каменной и тяжелой. Наполнили немного наполнителем и дальше продолжаем сшивание 2 деталей. И в процессе этого сшивания также продолжаем наполнять игрушку наполнителем.
Итак, две основные части приведения практически сшиты между собой, наполнены наполнителем. И на макушечке оставляем вот такое вот отверстие, где-то приблизительно это 6 петель. И это отверстие стягиваем, подхватываем одну петлю, подтягиваем, далее вторую петлю, подтягиваем и так все петли. Стянули и продолжаем это делать до тех пор, чтобы у нас здесь не было никакого отверстия. Все, сейчас еще один раз пройдусь и уже рабочую нить можно будет протянуть на заднюю сторону головы. Здесь находим заднюю стеночку любого подходящего столбика, на нем фиксируем эту нить и лишнее отрезаем. Далее вяжем ручки. Берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее новый ряд можно отметить маркером. Это мы с вами провязали первый ряд. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 5 прибавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали. Следующие два ряда, третий и четвертый, вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд пятый, и в этом ряду в начале ряда в одну петлю провяжем 2 столбика с одним накидом. Делаем накид и вяжем 1 столбик с одним накидом, накид, и туда же вяжем второй столбик с одним накидом. Далее до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 11. Для чего мы в начале ряда провязали в одну петлю 2 столбика с одним накидом? Для того, чтобы сделать такой вот легкий намек на пальчик. Провязали, новый ряд отмечаем маркером. Следующий ряд шестой, и в начале этого ряда провяжем одну убавку. Здесь убавку можно вязать за передние стенки двух петель. Провязали и до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. Итоговое количество петель в шестом ряду у нас должно получиться 10. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд седьмой. В этом ряду вяжем так. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем одну
убавку. И такую комбинацию повторим еще один раз. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 8. Следующие 8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. С 8 ряда по 15 ряд включительно. Ручку наполнителем не наполняем. Провязали, маркер можно снять. Я провяжу еще дополнительно 2 столбика без накида. Вы же смотрите по своему вязанию, возможно, это вам не придется делать, а возможно, вам нужно будет провязать всего лишь 1 столбик без накида. Для чего я это сделаю? Для того, чтобы сложить вот так наше вязание пополам, и оно все равномерно сложилось, чтобы ручку не скрутило. Потому что вот эти 2 ряда мы сейчас провяжем вместе 3 столбиками без накида. Так, первый столбик без накида, далее вяжем второй столбик без накида и крайний столбик, третий, провяжем крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратным. Заводим крючок в петли, которые находятся друг напротив друга, протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в петлю в крайнюю, беспарную, и сквозь нее тоже нужно будет протянуть рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем так, чтобы нам хватило этой нити пришить ручку к туловищу и чтобы это было удобно сделать. То есть вытянем так подлиннее. Итак, одна ручка у нас готова, вторую ручку вяжем. И вот так вот выглядит приведение с оформленным лицом и с пришитыми ручками. Лицо оформляем точно так же, как в видео-мастер-классе «Наволочка крючком» с 3D приведением. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео и укажу, на какой минуте смотреть оформление лица. Все делается точно так же, как показано в том видео-мастер-классе. И ручки пришиваем так, ориентируясь по шву вот этому и на расстоянии от основания головы где-то 1 ряд, чтобы у нас тут осталось, как бы проглядывала шея, и здесь нам потом будет удобно привязать плащ. Далее вяжем плащ, вяжем его одной деталью и начнем вязание с воротника. Берем плюшевую пряжу в цвет плаща, основной крючок и набираем 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 16, 17. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 16 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Итак, провязали. Это мы с вами провязали первый ряд, следующий ряд второй, и в этом ряду вяжем такую комбинацию. 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем одну прибавку. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 20. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 2, 3, 4, плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 5 столбиков без накида, 3,
4, 5. Далее вяжем одну прибавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 28. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд, пятый. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 2, 3, 6. Далее вяжем одну прибавку и так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 32. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд, шестой. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 7 столбиков без накида, 3, 7 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться в этом ряду 36. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд, седьмой. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 8 столбиков без накида, 2, 8. Далее вяжем одну прибавку. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 40. Провязали. Следующий ряд, восьмой. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 9 столбиков без накида, 3 и 9. Далее вяжем одну прибавку и так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 44. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Далее вяжем обвязку по всему вот этому краю до вот этого хвостика. Вяжем столбики без накида. Итак, провязали обвязку с этого края. Вот этот вот кусочек у нас еще пока не обвязан. Это мы сделаем в самом конце. Итак, мы дошли вот до этого места, до начального хвостика. И вот здесь у нас есть 16 стеночек петель, которые остались незадействованными пока вязания. Это от начальной цепочки из воздушных петель. Итак, за эти 16 петель мы провяжем такую комбинацию. Далее схема будет повторяться. Она похожая с воротничком. Начиная со второго ряда и по 8 ряд включительно. Сейчас вот этот вот начальный ряд я покажу, как вязать, а далее вы уже это все провяжете самостоятельно, а я за кадром. Итак, вяжем 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем одну прибавку и повторяем так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 20. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали и далее вяжем по схеме, которая указана на экране. Схема легкая, 6 рядов это точно такие же, как мы вязали воротничок, и дополнительные 7 рядов, они тоже очень легко вяжутся, поэтому вы справитесь с этим самостоятельно без меня, а я свяжу это за кадром, чтобы не терять время. Итак, провязали. Вот я провязала низ плаща. Вот так это выглядит на данном этапе. Это воротничок, это низ. В конце ряда последнего на данный момент вяжем не одну воздушную петлю, а 2. 1, 2. Разворачиваем вязание и теперь во вторую петлю от крючка провяжем соединительную петлю.
Провязали и далее вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 12. Вяжем 2 воздушные петли, 1, 2. Далее во вторую петлю от крючка провяжем соединительную петлю. Это мы делаем такое вот небольшое пико. Заострим кончики плаща, чтобы это хоть как-то походило на крылья летучей мыши. Пряжа попалась не очень хорошая, прям сыпется на глазах. Далее продолжаем до конца этого ряда вязать 12 столбиков без накида. Далее вяжем 2 воздушные петли. Далее во вторую петлю от крючка провязываем соединительную петлю и вяжем так все до конца ряда. Провязали, здесь вот в конце тоже сделали небольшое, это мини-пико, и далее сделаем обвязку по вот этому краю до вот этого вот кончика столбиками без накида. Провязали, заканчиваем обвязку соединительной петлей, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик потом можно будет спрятать между столбиками обвязки и еще лишнее отрезать. Как я прячу те или иные хвостики при вязании амигуруми игрушек и подушек, я все подробно показываю и рассказываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео в описании под этим видео. Итак, нам осталось обвязать вот эту вот часть. Берем пряжу, присоединяем ее. Так, вот это у нас лицевая сторона плаща, а это изнаночная. Вот начальный хвостик, он остается с внутренней стороны. Вот это лицевая сторона, и с внутренней стороны вот получается это вот у меня левая рука с левой стороны, если смотреть на лицевую сторону плаща. И сюда же мы присоединим новую рабочую нить соединительной петлей и сделаем обвязку вот этого края столбиками без накида. И вот такой интересный вот этот вот край плаща получается с этими мини-пико. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, вот он итоговый результат нашего с вами полноценного привидения, полноценной игрушки привидения. Милая, улыбчивая привидение. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!